Сожалею, что ты здесь не появишься до закрытия выставки Мане. Его соборы разойдутся в разные стороны, а их нужно смотреть вместе. Молодежь и даже поклонники Мане нападают на них. А я восхищен этим необыкновенным мастерством. Сезанн, которого я вчера встретил у Дюрана, согласен со мной, что это работа человека, упорно и последовательно стремящегося запечатлеть неуловимые оттенки освещения. Из письма Камиля Писаро сыну Люсьену. Париж, 26 мая 1895 года. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Лихачева Елизавета. Я директор Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Музей совместно с компанией LG начинает исследование двух работ, написанных Клодом Мане в конце XIX века. Это фасад Руанского собора в полдень и фасад Руанского собора вечером. Работа, которая находится в собрании музея, которые пришли сюда из коллекции Щукина. Эти работы, а это большая достаточно серия, цифры разнятся, там, от 20 до 35 работ, я сложил разные версии. Было бы, кстати, круто их как-нибудь собрать вместе. На первый взгляд, импрессионисты и их последователи довольно хорошо изучены и довольно хорошо известны, но есть одна проблема с ними. Дело в том, что импрессионисты – первые художники в истории, которые массово начали писать красителями, производимыми на промышленной основе, и красителями не минеральными, а химическими. Очень многие работы, которые мы сейчас с вами знаем и видим в определенных оттенках, к сожалению, судя по всему, были написаны все-таки немножко по-другому. Соответственно, поведение красителя, его сцепление с поверхностью, грунтовка с холстом – все это нуждается в дополнительных исследованиях. Зачастую картины, которые были написаны 500-600 лет назад, сохранились и ведут себя гораздо лучше, чем картины, написанные всего-навсего 120 лет назад. Вся эта технология, конечно, была новаторской, хотя с момента появления импрессионизма уже прошло 20 лет. Все равно, когда мы исследуем технологию старых мастеров, мы примерно понимаем, конечно, старые мастера тоже, каждый мастер имеет свой почерк, да, но в целом правила использования красочных слоев, они понятны. Но в случае с Мане это непредсказуемо в принципе. Особенно в случае с поздним Мане, когда он, собственно, отходит от такой более, скажем так, стандартизированной технологии раннего импрессионизма и начинает бесконечно варьировать, смотреть, что происходит, как работают другие художники в эту эпоху, какие они используют приемы, как этого достичь, как это можно использовать для его главных центральных задач. Поэтому исследовать работы Мане – это, в принципе, очень интересно и очень познавательно. Интрига узнать, каким образом он получал фиолетовый оттенок цвета, пока мы не положим картину, не рассмотрим в микроскоп, не сделаем химанализ, мы не поймем это. На обеих картинах есть фиолетовые оттенки. Если их рассматривать вблизи, вы увидите там фиолетовые или такие вот нежно-сиреневые мазки. И вот мы хотим понять, как он делал этот фиолетовый цвет, насколько они разнятся по времени, потому что есть некоторая интрига, что Мане их делал не за один год. В каком-то из соборов он мог быть фиолетовый кобальт, а в каком-то нет. Но мне на самом деле хотелось бы понять на этом исследовании, насколько велик технический диапазон Мане в работе над вот одним циклом. Потому что, например, с точки зрения наших технологов, они написаны похожим образом. Ну, потому что он все-таки использует одни типы красок, да, и так далее, и так далее. Но я вижу, что визуально это совершенно разные образы. Вы знаете, я периодически хожу к этим картинам со студентами, и я вот долго перед ними стою и добиваюсь того, что вот люди, которые сначала смотрят на картинки, для них это две одинаковых версии одного и того же, они начинают вот видеть, то есть чем больше ты стоишь перед ними, сопоставляешь, тем ты понимаешь, насколько они разные. И мне бы вот очень хотелось то, что о чем я только догадываюсь, то есть то, что я вижу сверху, посмотреть на это изнутри. И чтобы вот свое впечатление как бы искусствоведческое об этих работах, да, то есть то, что я сейчас пытаюсь вербализировать как искусствовед, то, что я вижу, чтобы подкрепить это вот как раз результатами исследования.
Так как картины импрессионистов востребованы и в постоянной экспозиции, и на выставках, эти две картины вызывали у нас особое бережное отношение к ним. И одну из них мы даже не выдавали никогда на выставке. И это исследование, оно дает нам возможность обосновать нашу позицию, почему мы не выдавали. И, может быть, это мы делали не зря. Но я думаю, все результаты исследования будут объективно использованы для дальнейшей работы с картинами, пониманием, как с ними обращаться, как показывать, как реставрировать, какими методами, и можно ли их транспортировать, выдавать на выставке. Это очень важно понимать в музейной практической жизни. А вторая задача – это понимание того, собственно говоря, как строится живопись Клода Моне, из каких именно пигментов, как наносятся маски. И это тоже мы можем выяснить при детальном физическом, оптическом, химическом исследовании этих вещей. Это, в общем, очень увлекательная и одновременно дорогая история. Поэтому поддержка LG этого проекта крайне важна для музея, крайне важна для истории искусства, но и для каждого из тех, кто любит Моне и хочет знать, как он мыслил и писал. А в дальнейшем уже будем принимать решения, и не просто решение в одно лицо, это будет подобие реставрационного совета обязательно, то есть коллегиально это будет решение специалистов, все это будет записываться, фиксироваться, то есть очень-очень серьезный, нормальный, вполне обычный научный подход с последующими какими-то выводами, и в рамках нашего исследовательского проекта будут какие-то минимальные реставрационно-консервационные работы. Поэтому мы очень благодарны компании LG за предоставленную возможность. Уже у нас был подобный проект. Мы исследовали красные виноградники в Арле, и результатом этого исследования явился довольно большой отчет. О результатах этой работы мы обязательно вам всем расскажем. В Троицком дворике будет презентация. Мы с большим удовольствием расскажем, чего мы там нашли.